Привет, ребят. Это видео будет без монтажа какого-то. Вот. И у меня неправильно направлен свет, но просто мне нравится такая атмосфера, и я надеюсь, что она вам тоже зайдет. Знаете, сегодня я хотела бы с вами поговорить про алкоголь. Боже, сколько же я встречала в своей жизни алкоголя за 23 года. Это просто ужасно. Знаете, я реально не понимаю, зачем люди пьют. Нет, не в плане того, что, знаете, когда они там пошли погулять и выпили, или когда у них праздник, они выпили, на день рождения они выпили, а просто когда люди сидят и пьют, запивают свое горе или что-то еще, я действительно не могу понять, зачем. Знаете, я очень много людей видела в своей жизни бухих. Когда я сижу на работе, ко мне часто приходят такие люди, потому что я работаю с людьми, мне нужно контактировать и общаться как-то с ними. И когда приходят такие люди, от них ужасно воняет алкоголем, ужасно пахнет перегаром, и меня это бесит, мне хочется просто взять этого человека и либо выгнать, либо просто ударить его об стену. Извините, конечно, меня за такие слова, но реально я не переношу алкоголь, я не переношу вкус, запах алкоголя, не переношу людей, которые пьют. Понимаете, в моей жизни было очень много историй, связанных с алкоголем. Я не хочу рассказывать вам какие-то сейчас тайны своей жизни, рассказывать какие-то истории именно личного характера. Я расскажу вам не свои истории, а истории своих друзей. Например, моего друга пила мама. И понимаете, когда я приходила к ним в гости, а, был такой прикольный момент, когда его мама была трезвая, все было прекрасно, классно, с ней было здорово общаться. А потом в один момент вот так перещелкнуло, и она напилась. И я осталась у друга с ночевкой, но она творила такую некую фигню. Ребят, вы бы только знали. Она красила стены ночью, она чуть ли не билась головой об дверь, и это ужасно. Это реально ужасно. А, У меня также я оставалась у друзей, у которых пьют родители, отец и мать, и они пили очень сильно. И после того, когда они, и после того, когда, блин, и после того, когда они пили, они ругались, очень сильно ругались. И я сижу такая в их комнате, а мой друг такой говорит: все нормально, улыбочку, все круто, все четко. Я такая сижу и такая: чувак, это ненормально. То есть, когда они начинают кричать друг на друга, поднимая друг на друга руки, и ты просто боишься выйти из комнаты, потому что мало ли они тебя ударят. У меня были ситуации в жизни, когда одна женщина за алкоголь хотела отказаться от своего ребенка. Понимаете? То есть, что, простите? То есть из-за того, что он выливал алкоголь в унитаз, она хотела отказаться от своего ребенка. Это нормально? Я считаю, что это ненормально. А, Знаете, я хочу вам лишь одно рассказать. Когда я была маленькая, у моего дедушки были проблемы с алкоголем. Я его очень сильно любила и люблю до сих пор. Я очень скучаю по нему, я бы хотела так бы с ним поговорить сейчас, хотя бы просто какую-то минуту, 30 секунд, сказать ему о том, что я очень сильно люблю, и услышать от него что-то. Но у него случился инсульт или инфаркт, я уже не помню. Это было больно. Это было очень больно. Я видела вообще за 23 года, как у людей во время алкоголя сносило крышу. И то есть, понимаете, мне просто тут пишут, понимаете, когда
сносит крышу человека в алкогольном опьянении, это страшно. Это реально страшно, потому что мало ли что этот человек может тебе сказать или сделать. Но, знаете, когда я шла по дороге, либо я гуляла, либо я шла со школы, либо я шла с какого-нибудь училища, либо я просто шла с магазина, и мне встречались люди в алкогольном опьянении, и они вели себя не очень красиво по отношению ко мне и к другим людям. Вот эти вот люди, которые сидят на остановках около метро, ждут автобус, они бухают. Прямо на остановке едят семечки и бухают. А потом они садятся в автобус, и от них воняет перегаром. Что это такое? Что происходит с миром? Что происходит с людьми? Разве алкоголь вам важнее счастья? Алкоголь вам счастье? Я не понимаю. Знаете, когда ты видишь своего друга, который растет, развивается, у которого есть характер, который хочет сделать свою жизнь лучше, а его мама пьет и говорит о том, что алкоголь это выход. Он пытался с ней говорить, он ругался, он пытался спокойно говорить, он пытался ее закодировать, но она ни в какую. А потом его мама умерла. Нет, не так все было. У нее случился инсульт, и она стала просто овощем. У моего друга была жизнь, у него была девушка, у него была другая семья, то есть своя семья, жизнь, да, начало жизни. А его мама получила инсульт. И ему пришлось ухаживать за мамой, потому что она его мама. Но, понимаете, это должность ухаживать за мамой, да? Но когда он говорил, что будет вот так, именно вот так, его она не слушала. И ему просто пришлось. Знаете, он хотел путешествовать, а за место путешествия он несколько лет сидел с мамой, кормил ее из ложечки, помогал ей передвигаться до туалета. А потом его мама скончалась. Он плакал, да, он плакал, потому что ему было херово. Этот человек его воспитал, но он знал, что так будет. И это самое грустное, что он действительно знал, что так будет. Зачем люди пьют алкоголь? Какой в этом смысл? Ладно, окей, я пойму, если ты выпил бутылочку пива. Хорошо, там, с друзьями, в компании, там, на праздник. Но зачем допиваться в щи? Зачем допиваться до такой степени, что ты не следишь за своим языком, за своим поведением? Ты делаешь какие-то вещи, которые ты просто... вообще неизвестно, откуда ты их берешь. И ты пьешь, и ты не можешь остановиться. Я знаю, есть такая болезнь, когда ты вот пьешь, не можешь остановиться, играешь, там не можешь остановиться, заигрываешься. И, ну, это какая-то психологическая такая штука. Я не врач, я не знаю. Но мне все равно по-прежнему не понять. Мне грустно смотреть на людей, которые валяются около моего подъезда, бухие. Просто вот человек лежит у твоего падика, и ты проходишь мимо, говоришь ему, что все в порядке, то есть может скорую, а он такой: не-не-не, мне скорая не нужна, я встаю и иду домой. Чувак, что с тобой не так? Знаете, я всегда хотела иметь семью,
ну, я имею в виду свою семью, именно вот там мужа своего, да, чтобы он не пил, чтобы он, ну, не то, что там, знаешь, на празднике там, да, бутылочку 2 выпить, там, пива, да, и так далее, а именно вот не бухал. Я дала себе отчет, что у меня такого не будет. Потому что я насмотрелась на всех людей, которые были в моей жизни за 23 года. И мне просто не хочется это видеть. Я не хочу слышать голос человека, который выпил. Я не хочу его видеть, я не хочу его чувствовать. От запаха у меня вообще просто... Мне становится дурно. И лучше бы человек, который пьет, он... Лучше бы я его не видела, чем он пришел, и вот я его вижу в бухом виде. Мне дурно от этих мыслей. Мне дурно от того, что люди бухают. И они признают, что они бухают. Да, мы бухаем. Да, мы любим выпить. Что тут такого? Что тут такого, когда твой ребенок на крыльце стоит и плачет? Что тут такого? Когда человек, когда ты выходишь из подъезда, валяется у твоего просто крыльца, и что тут такого? Когда люди идут домой и теряют свои ботинки зимой, что тут такого? Когда люди выпивают, а потом ложатся под землю, что тут такого? Да вы сами губите свою жизнь, но зачем? Алкоголь это выход? Серьезно? Алкоголь это выход? Знаете, если алкоголь это выход, лучше я буду проклята всю жизнь, чем пить алкоголь. Знаете, не имея проблем с головокружением и так далее, я уже не пила алкоголь. Да, я могла выпить там стаканчик, бокальчик там пива, вина, но это не было, что вот каждый день или то, что я набухиваюсь в хламину. Такого не было. Я ни разу не пила водку. Ни разу не пила водку. И меня бесит, когда человек он пишет: «Я хочу водки». Ребят, во мне сейчас столько боли. Я сдерживаю свои эмоции. Я не хочу плакать из-за этого, потому что зачем? Но мне больно от этого всего. Ладно, окей, незнакомые мне люди, окей. Пусть они бухают, хорошо, давайте отставим их так, что типа я их не знаю, это их жизнь, пусть они бухают и так далее. Но когда мои знакомые люди пьют, серьезно? Я готова потратить все деньги на то, чтобы их закодировать. То есть, понимаете, когда вы готовы жизнь отдать за человека, он бухает. И то есть, а потом у него случится инсульт или еще что-то, и ты отдашь за него жизнь, чтобы он не умирал, когда он бухал? Это глупо. Это глупо. Знаете, это как иметь пневмонию и курить при этом сигареты. То есть, либо ты сдохнешь завтра от пневмонии, либо ты сдохнешь сегодня от сигареты. Это, знаете, когда у вас аллергия на яблоки, а вы едите яблоки просто горой, едите яблоки, вам плохо, у вас отек квинки, вас везут, откачивают, и вы все равно едите яблоки. Вот так ты хочешь умереть? Вот так счастливый конец заканчивается? Вот такая вот должна быть счастливая жизнь, да? Здорово, не правда ли? Или дети, к которым я приходила в детский дом.
Когда у меня друг жил в детском доме, я приходила к этим детям, я говорила: что, как дела, что? Я разговаривала с маленькими детьми, которым было 5 лет, 6 лет, и они говорили: мои родители пьют, мои родители пьют. И когда ребенок маленький подошел ко мне, когда я смотрела в окно, он спросил: а моя мама придет? Я не могу сказать ребенку, что твоя мама не придет, за тобой придет другая женщина, потому что это ненормально. Я ему сказала, что да, твоя мама придет. Но я даже не знаю, заберут ли этого ребенка завтра, через год. Я дала ему надежду. И когда ты общаешься с воспитательницей в детском доме, когда они говорят, что 10 детей, которые вот сидят перед тобой, у них родители спились, родители алкаши, и ты такой: что? Когда дети сидят у окна, смотрят в окно и просят носочки на Новый год, теплые, это нормально? У меня мурашки сейчас по коже. Понимаете, вот в детском доме они ставили вот такую елку в магазине, и на игрушках они писали желания, которые они хотят, то есть там подарки, да, и люди могли с дороги просто идти в магазин, да, посмотрели: ага, ребенок хочет машинку, держи тебе машинку. И я подхожу к этой елочке, смотрю на надписи детей, и один ребенок, знаете, что пишет? Я хочу на Новый год теплые носочки и варежки. А его мама, она не умерла, она просто бухает, понимаете? То есть на алкоголь у нее деньги есть, а на носочки теплые нету денег, да? И то есть, понимаете, когда люди, они такие: у нас нет денег, у нас просто проблемы, у нас просто все очень плохо. Не бухай. Зачем ты тратишь 150 рублей на алкоголь сегодня, если ты можешь их оставить, отложить, и через месяц у тебя будет хоть какая-то сумма? Я реально не понимаю людей, которые пьют. Мне неприятны люди, которые пьют. Мне хочется их оттолкнуть от себя. Я не хочу просто вот быть закрытой в пространстве, и люди, которые будут вокруг меня, они пьют. Я Если вы понимаете меня, мои слова, о чем я сейчас говорю, и если вы досмотрели до этого момента, то напишите, пожалуйста, комментарий, чтобы мне хотя бы знать. Это важно для меня. Я не прошу у вас подписки, не прошу у вас лайки. Ничего этого не нужно, просто напишите комментарий. Мне интересно ваше мнение. Многие из вас могут сказать: ты загоняешься, ты очень много думаешь. Я знаю, что я загоняюсь и очень много думаю. Но, ребята, поймите, это видео я записываю не просто так, что, знаете, так спонтанно из головы вышло, я такая: о, ну запишу-ка я с алкоголем. Значит, у меня бомбануло с какого-то момента, понимаете? Антисептик так не воняет, как воняют алкоголики. Мне больно от этого. Я не хочу, чтобы мои знакомые пили алкоголь. Ну, я имею в виду, запивались и так далее.
А когда ты им говоришь об этом, они тебя не слушают, потому что ты не должен им указывать, что делать. Потому что, а кто я такой, чтобы им указывать? Правда? Я очень сожалею, что моим друзьям, которых уже нет в живых, пришлось пережить очень многое в своей жизни. Родителей алкашей и так далее, смерти. Но они сделали свою жизнь счастливее. Да, у них было написано время на запястье, потому что у них был рак, но они прожили счастливую жизнь. Я надеюсь, что вам понравилось это все, вы послушали. Спасибо вам огромное за просмотр, мое время кончается. Потому что я наболтала на 21 минуту, а я буду выкладывать видео без монтажа. Я вас искренне всех очень сильно люблю. Вы были на канале Цун-Цун, меня зовут Лена. Будьте бдительны и берегите себя и своих близких, пожалуйста. Терять близких — это очень больно.